И снова Хаукола. Сколько зарабатывали в СССР в пересчете на российские рубли? Современные российские зарплаты пересчитали на зарплаты времен СССР. Еще в советское время многие говорили о дефиците, но думали, что денег хватит на все. Давайте попробуем провести быстрый расчет, используя калькулятор, информацию о курсах валют и посмотрим, так ли это. Какова зарплата советского рабочего в пересчете на сегодняшние российские деньги? Деньги в СССР и сейчас. Конечно, наше сравнение будет несколько условным, поскольку мы будем считать не весь период, а, например, начало 1980-х годов, которые еще не так далеки в памяти многих ныне живущих людей. В 1980 году средняя зарплата рабочего составляла 185 рублей. Официальный курс доллара в то время составлял 60 копеек за доллар. В сегодняшних деньгах зарплата среднего рабочего составляет около 20 тысяч рублей. Немного и примерно соответствует реальным зарплатам в регионах. Но есть один нюанс, к которому мы еще вернемся. Пенсия, рассчитанная таким же образом, окажется эквивалентной 13 тысяч рублей. Это также близко к истинному показателю. Теперь о нюансах. Это касается покупательной способности денег. С 1980 года покупательная способность доллара упала в 2,5 раза. Это означает, что для получения истинного значения наши данные должны быть увеличены на эту цифру. Зарплата рабочего в таком случае составит 50 тысяч рублей, а пенсии вырастут до 32 500 рублей. Тоже очень солидная цифра. Что можно было купить тогда и сейчас? Но что произойдет, если попытаться сравнить деньги не в долларах, а сопоставить со стоимостью различных товаров? Возьмем, к примеру, белый хлеб, который тогда стоил 20 копеек. Получается, что на зарплату одного рабочего можно было купить 925 буханок хлеба. Если цена сейчас составит 30 рублей, то это доказывает, что 185 рублей, которые платили рабочему в 1980 году, эквивалентны 27 750 рублям зарплаты сегодня. Все это также очень близко к реальности, за исключением того, что тогда речь шла о 800 граммах полноразмерного хлеба, тогда как сегодняшний хлеб весит почти вдвое больше. Также можно провести аналогию со стоимостью питания в столовой. В Советском Союзе в 1980 году на сытный обед хватало 1 рубля, тогда как сегодня обед не в ресторане, а в обычном кафе стоит от 300 рублей. Другими словами, современный эквивалент зарплаты этого работника должен был бы составлять не менее 55 500 рублей. Не стоит забывать и о другом моменте – разница между статьями расходов среднего работника тогда и сейчас. В 1980 году стоимость коммунальных услуг составляла всего 2-3 рубля. Не было необходимости оплачивать детский сад или медицинское обслуживание. Однако сегодня вместо 1% зарплаты на коммунальные услуги тратится не менее 20. Для примера, в 1982 году в студенческой столовой полноценный обед был не дороже 50 копеек. Порция винегрета 4 копейки, сырники со сметаной 2 штуки 12 копеек, шницель с гарниром 17 копеек, стакан чая 2 копейки, компот 6 копеек, коржик 7 копеек. Чукотка. Шахтеры со 100% надбавками получали в месяц 1000 рублей. Воспитатель детского сада на Чукотке 500-600 рублей. Цены в магазине были материковые, как и в остальном СССР. Разница 3-5 копеек. Всего валом. Царство небесное Брежневу, что мы успели пожить при коммунизме. Автор статьи Анна Рыбакова. Ссылка на статью в описании. Благодарю за просмотр. Если понравилось, ставь лайк и не забудь включить колокольчик.